Преданность и верность собак – факт, который сложно отрицать, ведь есть сотни историй, которые подтверждают их привязанность к человеку. Ради своего хозяина собака способна на многое, в том числе пожертвовать собой. Эта история произошла в центральной Рассуу, в одной из небольших деревень, отделенных от цивилизации густыми лесами. В самой деревне было не больше 10 домов и фельдшерский пункт, но удаленность от цивилизации компенсировал чистый воздух и красивая речка неподалеку. В этой деревне жила Арина. В то время девочке было 6 лет, она была единственным ребенком в округе, поэтому компанию во время игр ей составлял пес-дружок. Собака была помесью овчарки и дворняги, отличалась силой и выносливостью, добрым нравом и безграничной любовью к своей маленькой хозяйке. Дружок повсюду ходил за Ариной, но на минуту не теряя девочку из виду, словно защищая ее от возможных несчастий. В то утро дружок пытался поймать кур, расхаживающих по двору. В наказание псу одели цепь. Арина отправилась гулять в одиночестве. К дому девочка возвращалась по берегу, незаметно для самой себя она удалилась от домов. Родители лишь через время заметили, что ребенок пропал. Мама и папа обегали всю деревню, но девочки нигде не было. Вскоре настал вечер, искать в темноте было невозможно, поэтому взрослые решили продолжить поиски с рассветом. С восходом солнца родители вновь начали искать Арину. На этот раз они отпустили с цепи дружка, который скулил всю ночь, порываясь отправиться на поиски. Едва оказавшись на свободе, собака сразу побежала в лес, за ней поспешили родители девочки. Люди говорят, что поведение дружка заставило их поверить в то, что он точно знает, куда надо бежать. Собака бежала так быстро, что вскоре люди потеряли ее из виду. В тот день Арину не нашли, поиски продолжались, но вскоре стало понятно, что шансы отыскать Арину живой невысоки. Скорее люди искали то, что осталось от малышки, чтобы похоронить. Через 6 дней надежды не осталось, и люди начали возвращаться в деревню. Когда родители девочки подошли к своему дому, на пороге лежали дружка и Арину. Девочка и собака были истощены, ослаблены, у них не было сил просто чтобы встать. Арина повзрослела и переехала из деревни в город, но приезжая навестить родителей, она всегда идет к березе, под которой похоронен друг ее детства. Девушка разговаривает с питомцем, плачет и слышит, как в ответ скрипят ветки дерева, так, словно дружок пытается унять ее слезы.